Всем привет! С вами Даша, и вы на самом кофейном канале Кофеек. В этом ролике затронем супер важную тему – помол. Разберемся, как помол влияет на вкус кофе и от чего он вообще зависит. Также я разыграю очень вкусный кофе от бренда Fineberry, поэтому рекомендую досмотреть видео до конца. Люди делятся на два типа. Те, кто покупает сразу молотый кофе, и те, кто покупает зерно, чтобы дома его самостоятельно смолоть. Пишите в комментариях, к какому типу относитесь вы, и сейчас узнаете кое-что интересное. Возможно, многие и не задумываются, но пачки с молотым кофе, которые вы видите на прилавках в магазине, подойдут далеко не для каждого метода приготовления кофе. И потом, к тому же, бывают досадные удивления. Почему этот кофе получился не таким вкусным, как хотелось, и что не так с производителем? Дело в том, что когда мы завариваем кофе во френч-прессе, джезве, кофемашине или просто в обычной чашке, то происходит процесс экстракции. Растворимые вещества смешиваются с водой. В этот момент раскрываются тонизирующие свойства напитка, аромат и вкус, поэтому очень важно вовремя остановить экстракцию. Если не дозаварить кофе, вещества не успеют раскрыться, а в противном случае кофе будет попросту переэкстрагированным, и таким образом возникает дефект вкуса. Кофе может быть чрезмерно горьким. И вот как раз благодаря правильному помолу можно добиться гармоничного вкуса в зависимости от способа приготовления кофе. Давайте по порядку. Существует 5 видов помола: крупный, средний, мелкий, эспрессо и порошкообразный, в пыль. Теперь самое интересное. Крупица помола имеет свою размерность. Ее можно увидеть с помощью специального сита. Размер кофейных частиц измеряется в микронах. Для общего представления 1000 микрон равняется 1 миллиметру. Вот такая вот кофейная математика. К примеру, для приготовления кофе в пуровере размер помола зерна должен варьироваться от 400 до 800 микрон. Это будет крупный помол. А для вкусного кофе в гейзерной кофеварке будет достаточно от 350 до 700 микрон. Это уже считается мелкий помол. Воспользовавшись пару раз таблицей с соотношением размера помола и всяческими способами приготовления кофе, можно легко набить руку и чего доброго случайно стать профессиональным баристом. Такую таблицу рекомендует бренд Kruv. Так, вернемся к моему обещанию про кофе в подарок. В этом ролике я бы хотела разыграть кофе Fineberry Kuba, целых 500 грамм зернового кофе с индивидуальным помолом от нас для вашего метода приготовления. Это стопроцентная кубинская арабика средней обжарки с пряными нотками ореха, которые вас точно не оставят равнодушными. С деталями конкурса можно ознакомиться в описании под видео. Необычно звучит, но вкус кофе можно измерить и в цифрах. Да, зачастую вкус считают чем-то субъективным, но мир кофе, как мы уже знаем, умеет удивлять. Существует такой термин, как рефрактометр, и правильность приготовления кофе определяется по параметру ТДС. ТДС – это процент растворимых веществ в напитке от его общего веса, и чем выше ТДС, тем более насыщенным нам кажется кофе. Specialty Coffee Association провела исследование предпочтений людей по насыщенности кофе и выявила, что оптимальная экстракция должна быть в пределах от 18 до 22%. При экстракции ниже 18% во вкусе напитка преобладает хлорогеновая кислотность и травянистые горькие нотки. Если экстракция превышает 22%, то во вкусе напитка появляется таблеточная горечь от большого количества кофеина и дубильных веществ. Для удобства разработали график. По горизонтали отмечены проценты экстракции, а по вертикали ТДС. Если найти пересечение экстракции и ТДС вашего напитка, то можно определить его вкус. К примеру, так выглядит график для заваривания брю. Считается, что кофе имеет нужный помол и сварен правильно, когда он попал в квадрат по центру. Думаете, что чем крупнее помол, тем больше площадь контакта? Нет, все как раз наоборот. Если сравнивать кофе с солью, то мелкая соль растворяется в воде быстрее, чем крупная, верно? Поэтому и на мелком помоле кофе заваривается быстрее и сильнее, чем на крупном. Теперь условно побываем внутри кофемолки, чтобы понять, как же там все устроено. К примеру, жирновые кофемолки бывают цилиндрическими и коническими.
Когда зерно попадает в жернова кофемолки, они растирают его до нужного размера. И размер зависит как раз от того, насколько близко жернова расположены друг к другу. Также есть ножевые кофемолки, в нижней части которых расположены ножи из прочного металла. Но в таких кофемолках помол не регулируется, поэтому я их не рекомендую использовать. Ну и, конечно, самые удобные кофемолки ручные, в них можно задать нужную степень помола. Чем более качественный гаджет, тем более равномерным будет помол. И еще важный момент. Размер частиц в одной порции должен быть одинаковым, иначе не получится управлять вкусом напитка. На сайте кофеек.com.ua есть огромный выбор кофемолок. Если вы боитесь сделать такой ответственный шаг к выбору кофейного помощника, звоните, наши менеджеры с удовольствием проконсультируют и помогут. И хочу подытожить, универсального решения для помола кофе не существует. Даже самые опытные кофейные гурманы становятся беспомощными, когда получают неправильный помол кофейных зерен. Я очень надеюсь, что это видео было полезным для вас. Подписывайтесь на наш канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. Пейте вкусный кофе, друзья, и до новых встреч!